Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор по запросу подписчиков. Провожу экстренный анализ, экстренный обзор по евро, серебру и ряду акций, которые могут представлять сейчас в текущих условиях интерес для коротких спекуляций. Так, друзья, давайте, наверное, начнем с евро-доллара. Возьмем российский фьючерс на ММВБ. Соответственно, месячный таймфрейм. Ну и мы здесь имеем ситуацию, которая в ближайшее время должна завершиться отскоком и ростом евро против доллара. Потому что если текущее значение сохраняется, если отскока не будет, то вот отсюда выход идет только вот сюда, в район 1,08-1,07. Если переходить на недельный таймфрейм, здесь тоже условия, которые указывают на то, что на этой неделе или на следующей неделе, если разворот и отскок не происходит, то, соответственно, по евро начинается снижение, у которого первая цель будет в районе 1,1214, вот сюда, вот к этим значениям. Так, ну и переходя с микроскопом все ближе и ближе к коротким таймфреймам, дневной таймфрейм уже, ну смотрите, здесь на дневном таймфрейме в евро-долларе пока что ситуация указывает на продолжение снижения, потому что те отскоки, которые возникают, попытки отскоков, они никак не закрепляются. Если опираться на дневной график, то по евро-доллару весьма вероятно движение, у которого цель будет 1,1214. Ну, по-моему, такой же, как по недельному. Так, друзья, переходя на 4-часовик, который любят те люди, которые Форексом увлекаются, здесь хочу отметить следующее. По 4-часовому таймфрейму уже была попытка разворота, вот здесь вот, но эта попытка разворота, она привела к тому, что отскок дохлой кошки, который опять перешел в падение. На текущий момент вот эта формация, она весьма вероятно разрешится тоже отскоком с целью на 1,1637. Но с моей точки зрения здесь пока что четкого разворотного сигнала нету, и отскок, который здесь может произойти сегодня-завтра, если он не пробивает 1,1660, то, соответственно, это приводит к тому, что будет возврат на текущие значения и дальнейшее проседание. Ну, по 4-часовику первая цель находится в районе 1,1445, где-то вот здесь вот. С евро-долларом какая проблема? Тут те отскоки, которые возникают, они очень такие, ну как это сказать, формальные, без огня. То есть, видно, никто пока евро не подбирает. И судя по динамике движения на старших таймфреймах, недельный, месячный, никаких указаний на то, что произойдет разворот и отскок евро, нету. То есть там с большей степени указывает ситуация на то, что продолжится снижение евро против доллара. Тем не менее, на 4-часовом таймфрейме есть указание на то, что здесь возможен отскок, но нету четкого сигнала, который указывал бы на то, что евро развернулся и будет расти. Вывод какой? Евро-доллар, очень мало факторов, которые указывают на то, что евро будет в ближайшее время расти против доллара, кроме как коротенькие отскоки. Так, друзья, евро-рубль, но здесь можно сказать, еврик от рук отбился. Давайте возьмем фьючерс. Соответственно, евро-рубль идет движение, у которого цель конечная на месячном таймфрейме в район 79 300. Переходя на недельный таймфрейм, здесь также указание на то, что никакой разворотной формации устойчивой пока не наблюдается. И, соответственно, достаточно высокая вероятность того, что вот это сползание оно будет продолжаться. Так, друзья, далее дневной таймфрейм. Если ориентироваться на дневной таймфрейм, здесь также пока что нету никаких четких разворотных формаций. Все возможности для отскока и роста евро против рубля, они пока что не сработали. Соответственно, сегодняшний день, конечно, может теоретически послужить некой разворотной точкой для отскока, но мы видим с вами, как разворачиваются события. Сейчас энергетический газовый кризис. И в эпицентре этого энергетического кризиса, конечно же, находится Европа, которая последние годы все время была энергодефицитна. Нет, конечно, там не было нехватки газа, нефти, угля, электроэнергии, но там все время как бы европейский менталитет, он в наиболее
степени оптимизирован, что всего должно быть ровно, чтобы было достаточно. Соответственно, такой подход, с одной стороны, он позволяет минимизировать издержки с различными страховками, запасами, но есть и обратная сторона. Как только равновесие нарушено, соответственно, Европа находится в менее выгодных условиях. Ну а на самом деле крепость любой валюты – это крепость экономики. Пока не начинаются усиленные манипуляции с различными монетарными механизмами, которые отличают эту страну от других стран, то есть дают какие-то приоритеты. Как вот мы наблюдали в Японии в 90-е годы, когда было потерянное десятилетие. Соединенные Штаты тоже пошли по этому пути, но есть один нюанс. Дело в том, что иена – это не мировая резервная валюта, по крайней мере, не в таком объеме, как доллар США. Поэтому те люди, которые говорят, что в Америке будет сценарий Японии 90-х годов, с моей точки зрения, они заблуждаются. В Америке не будет сценария Японии 90-х годов. Во всем мире такой сценарий будет, и в последнюю очередь он будет в Америке. Так, друзья, евро-рубль, переходя к более короткому таймфрейму, часовику. Ну, смотрите, сейчас действительно ситуация сформировалась таким образом. Вот эта формация, она указывает на то, что отсюда весьма вероятно сегодня или завтра произойдет отскок на рост евро. Цель движения этого отскока находится в районе 85 150. Но идея эта очень рискованная, потому что здесь идет очень сильное движение вниз. На старших таймфреймах нету четких указаний на то, что это движение затормозилось и оно завершается. Но, тем не менее, часовик устойчиво показывает, что отсюда может произойти отскок с целью движения в район 85 200. Вот, соответственно, этот сценарий не срабатывает, если развивается движение вниз, продолжается, и происходит пробой 84 600, 84 550. В этой ситуации я даже не знаю, когда он будет отскакивать. Но опять же, хотел подчеркнуть, что вот это все движение по евро, это в связи с состоянием европейской экономики, которая вызвана энергетическим кризисом. Энергетический кризис в Европе вызвала не российский президент, как принято считать, и даже не американский президент, и не масоны, и не иллюминаты. Это связано с объективными процессами устройства энергетической системы Европы, раз, потом резкий спад в добыче ископаемых источников топлива, возникший в марте 2020 года и после, и изменение энергетического баланса в сторону зеленых технологий. Вот эти три ключевых фактора, они спровоцировали сильный дисбаланс в энергетической системе, поскольку Европа, она наиболее находится, скажем так, на острие, потому что там все подогнано тютелька в тютельку, она, соответственно, здесь оказалась заложницей этой ситуации. Никто там ничего не вызывал, это объективные причины породили этот кризис в экономике. И то, что происходит там, кто-то что-то сказал, кто-то что-то там утверждает, это всего лишь события-триггеры, которые они запускают или останавливают, не более, не менее. Не надо находиться, скажем так, в иллюзиях, что есть какие-то глобальные силы, и там один или два человека эти глобальные силы, течения могут менять. Эти течения возникают вопреки нашей воле, они двигают всем миром, экономикой и так далее. И, соответственно, в определенные моменты просто люди, они, появляются и выступают некими акторами. Поэтому текущая ситуация с курсом евро, она во многом зависит от того, какая сейчас будет зима. Если зима будет холодная и, соответственно, мы увидим продолжение газового ралли на 2,5-3 тысячи долларов за 1000 кубометров, то тогда евро может уйти на паритет. Увы, но это так. Если ситуация будет более или менее устойчивой, то в ближайшее время, может быть, еще немножко он попадает до 1,12 и потом будет отскок. Здесь же смысл какой? Ходить туда-сюда, всех высаживать, и на этом делаются деньги, а не чтобы там, допустим, нефть обвалить до нуля, и она там осталась. Нет, цель здесь другая. Поэтому и двигается оно туда-сюда. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. Ну, давайте SFD возьмем по серебру, потому что по серебру, с моей точки зрения, это наиболее
удобное для отображения. Здесь ситуация следующим образом развивается. Сейчас серебро консолидируется в диапазоне 22,5, 22,8. Весьма вероятно, что отсюда будет выход наверх. И здесь первая цель движения находится в районе 23,88. Вот здесь вот. Соответственно, критерий выхода – это пробой уровня 22,75, 22,78. В принципе, на текущий момент все готово для реализации этого движения. Критерий того, что это движение не разовьется, обращаю внимание, это дневной таймфрейм, это коррекционный откат и пробитие уровня 22,35. Так, друзья, далее Русгидро. Ну, смотрите, Русгидро не в фаворе, она пробила 81,5 копейки. И по логике вещей она отсюда должна начинать проседать с целью движения на 78. Но здесь есть еще один уровень, который образовался. Это уровень 80,4 копейки. Соответственно, когда она к этому уровню приближается, здесь ее активно очень выкупают. На текущий момент по Русгидро идет консолидационное движение в диапазоне 81,32, 80,4. Вот она здесь выстаивается. И сейчас на текущий момент времени весьма вероятно сегодня-завтра будет движение наверх с целью тестирования вот этой верхней крышечки. Или переходя на часовой таймфрейм, здесь действительно разворотная формация. И при условии сохранения текущей ситуации, если сейчас не наступает никакого обвала, по Русгидро сегодня или завтра цель движения находится в районе 81,3, 81,5. Ближайшая цель тестирования и пробой старого уровня 81,5. Соответственно, этот сценарий не срабатывает, если здесь возникает коррекционный откат с пробитием уровня 79,8, 79,8 копейки. Так, друзья, далее вопрос был по ВТБ. Давайте здесь дневочку посмотрим. Ну, с ВТБ ситуация достаточно на текущий момент, с моей точки зрения, тривиальная. Вот у него уровень здесь 5,3 копейки. Соответственно, все вот эти вот откаты, которые здесь начали возникать, если они не пробивают 5,3 копейки, то ВТБ в ближайшие дни или неделю идет тестировать вот этот уровень 5,56 копейки. И, соответственно, после этого у него цель движения находится в районе 6,2 копейки. Вот. Если здесь все-таки возникает пробой, то ВТБ корректируется и уходит к вот этой оранжевой линии в районе 5 копеек. Даже 5,1 копейки вот здесь его будут ждать и активно собирать. Так, друзья, далее Хантер. Можно сказать, это бумага, которая как крипта по 5-10% в день обычно ходит. Ну, смотрите, сейчас идет коррекционный откат, но на самом деле импульс движения по дневному таймфрейму, который начался с уровня 3600, он заканчивается. Первая цель движения – это 3950, и потом переписывание вот этого исторического хая в районе 4160. Соответственно, пока здесь нет пробития 3450, вот эти все откаты их будут выкупать и тащить его наверх. Так, друзья, далее Северсталь, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация достаточно такая очевидная. По сути, уровень 1500, 1490, 1500, он выступил очень сильной поддержкой. Соответственно, пробой, который возник, этот пробой ложный, и на текущий момент идет консолидация в районе вот этого диапазона. В том случае, если мы все-таки получаем движение вниз и пробой уровня 1420-1410, то весьма вероятно вот это движение, оно продолжится, и здесь уже цель будет в районе 1210-1200, вот сюда вот. Так, на дневном таймфрейме здесь, по сути, всех высадили. И сейчас у нее цель движения локально, вот эта линия в районе 1666. Соответственно, критерий того, что эта цель не будет отработана, это коррекционный откат и пробой 1420. Сейчас все факторы указывают на то, что вот это движение с высокой степенью вероятности разовьется. Первая цель захода сюда и потом движение на 1790, 1800, вот сюда к этим значениям.
Здесь достаточно уверенная формация на разворот и движение наверх. Посмотрим, к чему она приведет. Если не будет никаких крашей в мировой и российской экономике, то в ближайшее время мы увидим вот это движение. Так, друзья, далее на ЛМК. Но здесь ситуация она практически под копирку, как у Северстали. Соответственно, если отсюда развивается движение вниз с пробоем 200, то мы по НЛМК увидим просадку. Цель движения, по которой будет в районе 160. Если такового здесь не возникает, то у нас здесь сформировался отскок, у которого цель движения находится в районе 244-245. Так, друзья, далее дневочка. Но по дневочке здесь все четко, разворотная формация. 3 бойца, которые указывают на то, что отсюда будет движение в район 245-242. Вот сюда, к этим значениям. Ну и, соответственно, критерий того, что это не происходит, это коррекционный откат с пробитием 200. Но по Чермету ситуация достаточно прозрачная и с высокой степенью вероятности развивается отскок. Отскоку может помешать только раскрытие какого-то глобального риска. Ну или на эмоциях падения западных площадок или китайских. Так, друзья, далее система, по сути, здесь тоже весьма вероятно идет подготовка к новогоднему ралли. Потому что вот эта вся формация по недельному таймфрейму, в случае, если не возникает повторного движения с пробоем 25,5, то, соответственно, здесь отсюда цель движения первая находится на 31, и потом, соответственно, перебой вот этого максимума, который ранее был достигнут. Ну и переходя на дневной таймфрейм, здесь как раз куй железо пока горячо, пошел импульс наверх. И, соответственно, весьма вероятно до конца этой недели, или, может быть, в понедельник, вторник, опять же, повторяюсь, если не будет никаких крашей и панчей со стороны Соединенных Штатов, Китая, то вот у нас ближайшая цель движения, она находится вот здесь, вот в районе 30,5, 31. Весьма вероятно, ее сюда вот и затянут. Так, друзья, далее Интеррау. Ну, смотрите, недельный таймфрейм. Сейчас идет борьба за уровень 5. Вот если она здесь закрепится и закрытие недели будет выше 5, это очень хороший сигнал, который будет указывать на то, что далее мы весьма вероятно по ней увидим и движение, цель которого будет 5,6 и выше. Переходя на дневной таймфрейм, здесь происходит сейчас консолидация, собирается силами. Соответственно, если не возникает отката с пробитием 4,75, то вот это движение сейчас, которое здесь происходит, оно ведет к тому, что будет закрепление выше уровня 5 и дальнейшее движение на 5,6. Срок реализации этой идеи, но я думаю, в течение 2 недель, даже 3 недель весьма возможно это может произойти. Если здесь не будет пробития ключевого уровня, в ближайшее время мы такое движение увидим. Остается там Китай, который выйдет после праздников и может схватиться за голову, и вопрос с американским долгом. Но по закону жанра перед Новым годом, перед Рождеством должны утрясти все вопросы. Друзья, в общем-то все, что я хотел вам показать, рассказать на текущий момент, ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание вам. Успешных торгов, и пишите под этим видео, какие акции, какие активы вы хотели бы посмотреть и глубже изучить. Всего наилучшего, успеха!